Для приготовления бисквита я возьму 4 яйца, добавлю 170 граммов сахара, немного соли и взбью с помощью миксера на высокой скорости 10 минут. Вот так вот должны быть хорошо взбиты яйца. Теперь необходимо разделить тесто на 2 равные части. Я предварительно взвесила дежу миксера, чтобы знать, сколько у меня получилось взбитых яиц с сахаром. У меня получилось по 190 граммов взбитых яиц. И теперь в одну из частей я добавлю 80 граммов муки и пол чайной ложки разрыхлителя, около 2 граммов. Ввожу в 2-3 приема, осторожно перемешивая, чтобы не нарушить взбитость яиц. Сразу же полной однородности добиваться не нужно, чуть-чуть не промеса, если останется, ничего страшного. Мы еще будем добавлять растительное масло и кипяток, и тогда все окончательно вымешаем. И во вторую часть я добавлю 70 граммов просеянной муки, 15 граммов какао-порошка хорошего качества и пол чайной ложки, чуть больше, чем в той части, так как какао продукт кислый и разрыхлителя для него требуется чуть больше. Здесь у меня 3 грамма разрыхлителя. Также ввожу в 2-3 приема, перемешиваю складывающими движениями. Точно так же и здесь полной однородности не добиваемся. И теперь сразу же вливаю 15 мл кипятка и 15 граммов растительного масла без запаха. И теперь уже перемешиваю, добиваясь однородности. Шоколадное тесто готово. Отставлю его пока в сторону и быстренько домешу белое тесто. То же самое растительное масло и кипяток. Стараемся делать быстро все, чтобы яйца не осели. Я подготовила форму диаметром 21 сантиметр. Это у меня разъемное кольцо, дно которого застелила бумагой для выпечки. И начинаем выкладывать тесто. Помещаю 2 ложки белого теста ровно в центр. Затем ровно 2 ложки темного. Надо взять ложечку, так будет удобнее. Очень часто любят сочетание темного и ванильного теста в тортах. И для того, чтобы не делать 2 замеса, можно таким вот образом испечь полосатый бисквит, мраморный такой. И не нужно будет возиться с выпечкой 2 раза. Можно же испечь отдельно шоколадное тесто и отдельно ванильное. И тоже будет хороший результат. И теперь отправляем сразу же корж в духовку. Выпекаться при температуре 180 градусов. Выпекаем бисквит до готовности. У меня на это ушло 45 минут. Вам может понадобиться чуть больше или чуть меньше времени. Все будет зависеть от особенностей вашей духовки. Проверяем готовность бисквита палочкой. Вставленная в центр, она должна выходить сухая. Даем бисквиту постоять несколько минут в форме, затем извлекаем из формы и полностью остужаем на решетке.
Вот такой замечательный бисквит получился. Дадим ему полностью остыть. А затем завернем пищевую пленку и оставим в холодильнике для созревания на часов 6. После чего его можно будет разрезать на 3 полноценных коржа. Вот такой бисквит получился. Я разрезала его на 3 коржа. И коржи также получаются очень яркие и эффектные. Таким же получится и готовый торт.